Клиникам хотят запретить подменять бесплатные услуги платными. Для этого предлагают печатать договоры крупным шрифтом, а льготников подробно извещать об их правах. Сиегодня за лечением в частные клиники регулярно обращается примерно каждый четвертый россиянин. Количество таких пациентов остается неизменным год от года, говорят эксперты. А вот сам рынок платных медицинских услуг изменился из-за пандемии. Если раньше россияне чаще всего обращались к платным стоматологам, то в последние 2 года львиную долю выручки частных клиник составляет плата за ПЦР-тесты. При этом и те, и другие услуги в России можно получить бесплатно. Об этом решило напомнить Министерство здравоохранения. В ведомстве предложили обновить правила оказания платных медуслуг. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Утром деньги, вечером УЗИ. Подмена бесплатных услуг платными в России происходит повсеместно, в том числе и в государственных клиниках, рассказал парламентской газете член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. Например, приходит пациент на УЗИ, свободная запись есть только через неделю. При этом платно такую процедуру можно сделать уже сегодня. Это подмена бесплатных услуг платными, привел пример сенатор. Он также отметил, что тоже УЗИ в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения делается на оборудовании, купленном за счет государства, то есть налогоплательщиков, а значит и тех же пациентов, которые вынуждены эту услугу оплачивать. Другой пример. Приезжает человек лечиться из региона в федеральный центр. По закону у нас пациент может получать лечение в выбранной клинике. Но ему говорят: мы не доверяем вашим анализам, их надо переделать, причем срочно и причем опять же за деньги, рассказал Круглый. В итоге в 2020 году топ-100 федеральных центров и топ-50 региональных больниц заработали на платных услугах в общей сложности 64 миллиарда рублей. А общий объем этого сегмента в 2020 году составил 680,6 миллиарда рублей, привел сенатор данные аналитического центра ВАДИМЭКАМ. Вопрос о платных услугах в бюджетных медучреждениях не раз ставили и в парламенте, напомнил Круглый. Звучали даже предложения вообще запретить бюджетным медучреждениям оказывать услуги за деньги. Однако я не сторонник таких кардинальных мер. Так как это уведет часть пациентов к частникам, отметил он. Анонимы, иностранцы и другие платники. Существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить, какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны дополнительно за отдельную плату, наконец признали и в Минздраве. Кроме того, там согласились, что оказание платных медицинских услуг на оборудовании в помещениях, с использованием расходных материалов, предназначенных для оказания бесплатных медицинских услуг, может приводить к замещению бесплатных медицинских услуг платными. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления. В связи с этим в ведомстве предложили обновить действующие еще с 2012 года правила оказания платных медицинских услуг. Для этого подготовили исчерпывающий перечень оснований предоставления платных медицинских услуг. Так, если документ примут, платными услугами в государственных клиниках смогут воспользоваться пациенты, желающие лечиться на иных условиях, чем предусмотрено программой лечения, или пациенты, которые обращаются за помощью самостоятельно, а не по назначению врача, а также анонимные пациенты или пациенты-иностранцы. При этом, как отметили в Минздраве, оказание платных услуг не должно ухудшать качество медицинской помощи для всех остальных. А значит, бесплатные пациенты не должны дольше ждать записи к врачу или назначения необходимых процедур. Зуб за зуб больше всего претензий к стоматологам. Кроме того, в Минздраве обратили внимание на отсутствие специального регулирования претензионного порядка споров о качестве предоставления платных медицинских услуг. Речь идет о том, что потребитель вправе направить исполнителю претензию по качеству медицинских услуг, которая должна быть рассмотрена в порядке, установленном правилами, либо обратиться с иском непосредственно в суд, прокомментировал эту норму парламентской газете руководитель юридической службы Союза потребителей России Антон Недзвецкий. Новые правила уточняют порядок направления претензий и ответа на них. Но потребитель не обязан сначала писать претензию в саму медицинскую организацию о восстановлении нарушенных прав и возмещении вреда, ждать, пока исполнитель ее рассмотрит, и только потом обращаться в суд, сказал юрист. Эксперт также рассказал, что в Союз потребителей регулярно обращаются граждане с жалобами на качество платных медицинских услуг. Чаще всего это касается стоматологических услуг, уточнил он. При этом до 80% таких заявлений рассматриваются и решаются в пользу пациентов, отметил он.
Для упрощения процедуры решения споров в проект постановления также включили норму о том, что договор об оказании платных медицинских услуг исполнителем должен храниться не менее 3 лет. Кроме того, медицинские организации хотят обязать вести сайт, книгу отзывов и предложений, в том числе в электронном виде. Что бы еще хотелось добавить в документ в плане защиты потребителей? Это роль страховых организаций в этом вопросе, сказал Владимир Круглый. На мой взгляд, она прописана недостаточно. При этом именно страховые организации, по идее, должны в первую очередь контролировать, каким образом предоставляется услуга, в том числе платная она или бесплатная, сказал сенатор. Больше информации крупным шрифтом. Согласно другим предложениям, клиники обязаны сделать информацию об оказываемых услугах более доступной и понятной. Например, в документе прописано, что договор на оказание платных услуг должен быть напечатан шрифтом не мельче 14 кегля. Ранее аналогичные требования уже вводили к банкам, которым запретили писать мелким шрифтом особые условия договоров. Кроме того, проект предполагает расширение состава информации, которую исполнитель услуги обязан довести до потребителя. Это в частности сведения о квалификации и образовании медработников, которые участвуют в оказании услуги, перечень льготников, имеющих право на скидку за услугу и так далее. Проект новых правил также предусматривает, что пациенты письменно сообщают о возможности получить услугу бесплатно, обратила внимание первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Бауцекая. Платные медицинские услуги – это всегда определенные риски, и это нужно понимать. Чтобы их минимизировать, важно не стесняться спросить лицензию медицинской организации, необходимо внимательно читать информацию на стендах и информационных счетах организации, тщательно изучать все документы и договоры, также посоветовала депутат. Вместе с тем, если пациенту предстоит сложное и дорогостоящее лечение, прежде чем подписывать такие договоры, лучше их показывать юристам, обратила внимание парламентарий.